Глава 1. Почему предсказания сбываются? Существует множество фундаментальных проблем астрологии, требующих пристального внимания. Некоторые из этих проблем связаны со следующим. Сущность астрологических предсказаний. Являются ли эти предсказания просто средними статистическими данными, или же для этого есть какие-то основания? Природа планет. Влияет ли на земных существ только физический состав, масса и удаленность этих планет? Механизм влияния, исходящий от этих планет и воздействующих на людей. Вклад астрологии в объяснение оккультных истин жизни. Мы хотели бы обсудить только ограниченную часть последнего вопроса, чтобы показать, что в основе астрологических предсказаний лежит понимание оккультных сил, действующих на жизнь. Эта тема также носит личный характер. Мой интерес к астрологии вырос в результате любопытства открыть для себя некоторые фундаментальные истины в жизни. С самого детства я был заинтересован в том, чтобы найти удовлетворяющие меня ответы на такие вопросы, как есть ли какая-то цель в жизни, существует ли какой-либо разум, управляющий этим космосом, и полностью ли человек зависит от внешних сил в своем поддержании и росте, или он является свободным агентом. Эти темы, очевидно, очень сложные. Священные писания пытались ответить на эти вопросы, но они не ведут к прямому проникновению в суть вопроса. Выводы, приведенные в этих священных писаниях, могут быть приняты только на основе логики и открытий древних провидцев. Каким бы глубоким ни было мое почтение, что касается достижения этих провидцев, то такой подход к основам жизни, основанный на слепой вере, не удовлетворил мое любопытство. Поэтому я хотел открыть что-то для себя по своему собственному убеждению в соответствии со своей собственной логической натурой. В этом поиске знание астрологии оказало мне огромную помощь. Я хотел непосредственно проверить достоверность астрологических предсказаний. Имея профессиональную подготовку в области научной методологии, я не мог основывать свои исследования на данных из старых рук, представленных другими профессиональными астрологами. Я хотел выяснить степень гипотез, вероятности и расплывчатости, связанных с астрологическими предсказаниями. Это должно было быть личное исследование субъективного состояния ситуации и личных отношений, установившееся между астрологом и человеком, который хотел, чтобы его будущее было предсказано. Я должен был начать с осторожности. Я должен был овладеть знаниями в области астрологии, а затем проследить за тем, как я предсказывал, почему и в какой степени это сбывалось. Это была трудная задача. Предостережение для таких исследователей уже было сделано никем иным, как самим Калидасой, который подчеркнул, что астрология всего лишь предполагает вероятность хода событий в будущем, точное наступление которого может быть известно только Брахме, Творцу. Поэтому, очевидно, неправильно быть догматичным в отношении астрологических предсказаний. Любой, кто авторитетно заявляет о точности своих предсказаний, должен быть либо мудрецом, либо шарлатаном. Я сталкивался с несколькими случаями, когда астрологические выводы были неверными из-за личной предвзятости или недооценки каких-то других важных факторов. Но этот недостаток астрологических предсказаний усложняет исследовательскую работу, которой я хотел заниматься. Очевидно, что астрология имеет свои ограничения, но это не означает, что она ошибочна. Положение планет действительно указывает на детали повседневной жизни. Когда эти предсказания не сбываются, это может быть следствием некоторой предвзятости или недосмотра. Астролог должен оценивать влияние в соответствии со своей собственной интуицией и пониманием жизни человека. К такому выводу я пришел на основе своего собственного опыта и понимания. Многие другие астрологи, должно быть, тоже пришли к подобным выводам. У меня действительно нет никаких сомнений в том, что положение планет в момент рождения человека может предсказать весь ход его будущего. Наше знание точных деталей курса будет зависеть от многих факторов, но это не означает, что сама основа астрологии не является надежной. Астрология верна, но астрологи могут ошибаться. Придя к такому выводу, стало логичным исследовать логику взаимоотношений, существующих между планетами и отдельными людьми. Доктор Раман пытался донести до всего мира, когда ему позволяла такая возможность, обоснование этих прогнозов. И он пытался показать, что научная астрология гораздо более обоснована, чем многие из так называемых научных дисциплин как таковых. Однажды, выступая в Бангалорском университете, он процитировал выдающихся ученых как свободного мира, так и коммунистических стран, указав, что обе эти группы ученых по меньшей мере согласны в одном вопросе, а именно во влиянии планет и звезд на наш собственный земной шар и земных существ. Он процитировал Масквилла, Клейтона и других, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. Я сам однажды собрал несколько таких примеров, когда готовил оперон по поводу «Человека и его будущее», позже опубликованный в журнале «Наука, культура и человек». Основываясь на этой взаимосвязи между звездами и людьми, русский мыслитель Прокофьев, по словам доктора Романа, надеялся развить гелиобиологию. Немецкие мыслители хотели бы, чтобы эта отрасль искусства врачевания была известна как космобиология. Но на самом деле это не имеет значения. Важно отметить, что даже современные ученые, которые могли бы испытывать отвращение к идее астрологических предсказаний, начали признавать влияние звезд и планет на поведение людей. Но я не думаю, что эти ученые до сих пор обладают какими-либо знаниями о механизме, посредством которого эти удаленные планеты влияют на судьбу человека. Они также не знают, по какой причине устраняется влияние мириадов других звезд,
которые были включены в астрологическую систему древними провидцами. Этот механизм действительно сложен и глубок. Это основа эзотерической астрологии. Современным ученым потребуется века, прежде чем они смогут понять эту взаимосвязь. Я не хочу обсуждать этот механизм. Здесь я хочу выйти за рамки этого механизма, чтобы исследовать фундаментальный вопрос логики и предсказания. Рассматриваемая проблема заключается в том, почему был запущен сам механизм. Обоснованность любой научной гипотезы зависит от ее соответствия другим уже установленным постулатам. Если только это не доказано, ученый пришел бы к любой новой теории. В области оккультных наук наш подход тоже должен быть схожим, хотя мы подходим к решению проблем по-разному. В Упанишадах утверждается, что учащиеся, желающие обрести эзотерические знания об истинной природе существования паравидия, должны сначала изучить апаравидию, которая помимо многих других предметов включает астрологию. В древних книгах наставлений для учеников, желающих вступить в братство адептов, которое могло бы открыть перед ними несказанное величие скрытого мира и тайны природы, значительное значение придавалось такому предмету, как астрология, который необходимо изучить, прежде чем человек сможет надеяться достичь своей цели. Это наводит на мысль, что цель астрологии, вероятно, состоит не просто в том, чтобы знать будущий ход событий, но и в том, чтобы привести ученика к пониманию более глубоких аспектов жизни. Очевидно, что астрология проникает в еще более глубокие сферы жизни. Почти во всех священных писаниях говорится, что существуют определенные фундаментальные истины жизни. Если мы не сумеем распознать их, наш прогресс на оккультном пути замедлится. На этом пути, который, как предполагается, призвана просветить астрология, индивид должен осознать единство божественного разума, направляющего судьбу Вселенной. Мы можем называть это высшим существом или дать ему любое другое название. Но каким бы ни было это название, о его существовании говорится во всех священных писаниях. И как таковые все они теистичны. Если астрология должна соответствовать учениям священных писаний, она также должна быть теистической. Если все планеты и звезды будут считаться с прежними существами, это приведет к доктрине пантеизма, которая может снова стать предметом дальнейших споров. Поэтому астрология, чтобы быть в согласии со священными писаниями, должна привести ученика к монотеизму. Во-вторых, астрология также настаивает на божественном наследии человеческих существ. Жизнь возникает не только из соединения сперматозоида и яйцеклетки, но и из третьей силы, которая является божественной искрой, одушевляющей индивидуума. Это объясняет, почему только избранные, а не все вместе рождают индивидуума. Каждый человек приходит на Землю со своей собственной судьбой и предназначением. Могущественный разум направляет ход его жизни. Звезда рождения индивидуума показывает все это. В-третьих, индивидуум руководствуется своей собственной кармой. Все, что он совершил в прошлом, вернется к нему в ходе его будущих воплощений. Реинкарнация, по сути, является обратной стороной кармы. Карма и перевоплощение, взятые вместе, контролируют и направляют индивидуумов к их будущей судьбе. Вот почему ход будущей жизни во многом предопределен. В-четвертых, существует тайная иерархия, сотрудничающаяся с божественным интеллектом для того, чтобы дать возможность отдельным людям самим определять свой будущий курс. Это вопрос, который необходимо изучить в мельчайших подробностях. При понимании природы и функции оккультной иерархии многое из таинственных взаимоотношений между индивидуумами и звездами может быть объяснено. Наконец, индивид сам является своим собственным законодателем. Иными словами, у него есть полная свобода в выборе курса своей будущей жизни. Божественный интеллект, братство адептов и представители оккультизма, иерархия помогает индивидууму и корректирует результаты кармы только после того, как они были созданы. В конечном счете, человек – это свободное существо с огромным потенциалом для достижения божественности. Такой подход накладывает серьезные ограничения на науку о предсказаниях, но это необходимо четко понимать. Эти основные постулаты каждой истинной религиозной философии должны быть рассмотрены в астрологии, если она хочет пользоваться тем высоким статусом, которым пользовалась на протяжении веков. Астрология не основана на случайностях, она способна удовлетворить самых требовательных студентов-философов. Доктор Раман был прав, утверждая, что астрология не была удачным выбором. Если бы это было так, она не выжила бы так долго и в таком количестве стран. Очевидно, что астрология основана на определенных эзотерических принципах жизни, которые для обыденного материалистического мира могут остаться неясными. Астрология, несомненно, основана на фундаментальных истинах жизни, открытие которых может быть чрезвычайно полезно для изучающего. Позвольте мне выдвинуть гипотезу на данном этапе нашего исследования, предполагая, что я не верю в то, что планеты и звезды являются причинными факторами, хотя они и могут раскрывать мельчайшие детали судьбы. Не может ли быть так, что стечение обстоятельств на планете, предполагающее особый жизненный путь индивидуума, появляющего на свет в определенное время и точное время его рождения, это явление сопутствующих вариаций, которые управляются третьей причиной связью, фактор. Это может быть не потому, что индивид рожден под определенной звездой, а потому, что у него особый жизненный путь, а не потому, что индивидууму приходится вести определенный образ жизни, которому помогло или открылось течение звезд, что он родился в это время. В рамках этого подхода
мы полагаем, что могущественный разум ведет учет всех наших деяний и проступков, взвешивает последствия каждого действия и организует события таким образом, чтобы в течение нескольких жизней мы приходили к осознанию места нашего рождения или нашего предназначения, архетипа, которым мы в конечном итоге должны стать. Это может произойти только в том случае, если эти божественные существа обладают совершенным знанием космических сил, действующих на различных планетах при определенных обстоятельствах, и необходимой подготовкой, которую человеческая душа должна пройти в каждой конкретной жизни. Владыки кармы могут быть отнесены к таким божественным существам. Определив в своем великом разуме наилучшие условия для нашего роста в любой конкретной жизни, они ждут подходящие возможности, чтобы в интересах экономии природных сил отпустить душу в мир, когда планетарный поток энергии будет наиболее полезен для этого конкретного жизненного пути. В соответствии с этой схемой, хотя астрологи могут продолжать предсказывать будущее людей, основываясь на влиянии планет, они все же не могут причинно-следственно доказать, что планеты являются причинами. Время рождения и расположение планет могут быть примерами сопутствующих изменений, потому что владыки кармы в своей мудрости полагали, что эти планетарные силы могут смести индивидуальное «я». Часто утверждается, что свободная воля человека противоречит принципам астрологии. Но это основано на неправильном понимании истинной взаимосвязи. Человек, которого владыки кармы посылают в мир, сам по себе является таинственным существом. У него есть потенциал стать таким же божественным, как и само божество. Это может произойти только тогда, когда человек поймет свою истинную природу. Первый урок, который он должен усвоить в этом контексте, касается сложной природы его существа. Он дух, облаченный в материю. Сама материя имеет различную плотность. Познав свои более тонкие оболочки, индивидуальный дух обретает свободу. Влияние кармических сил, которое отражается в различных ограничениях, налагаемых на него планетарными влияниями, на самом деле направлено на то, чтобы заставить его осознать свою истинную природу, а также ограничения, налагаемые на него из-за его собственного невежества. Влияние планет или на самом деле владык кармы воздействует на материальные качества индивидуума. Он будет оставаться пленником своих прошлых кармических сил до тех пор, пока не узнает о своем духовном наследии. Как только он совершил действие, оно должно отразиться на нем, накладывая ограничения на его обстоятельства. Поскольку все действия совершаются через материю, а материя ведет к невежеству, все ограничения, вызванные невежеством, выражаются в жизненных условиях, в которых индивид вынужден действовать. Дух – это мудрость, и для духа существует свобода. Однако, что может сделать индивидуум, так это понять свои имитации. Благодаря этому пониманию он разовьет способность различать и избавиться от желаний. Таким образом, он разовьет непривязанность. Свобода духа или свобода индивидуума заключается в его свободе реагировать на обстоятельства, в которых он находится. Он не может изменить набор обстоятельств, в которых он родился, но он может приобрести мудрость и мудро реагировать на эти события. Истинное понимание астрологических сил должно позволить индивидууму приобрести такое отношение к жизни и мудро реагировать на нее, чтобы дух в нем постепенно высвобождался, становился заметным, а материя подчинялась. Это сделало бы его более свободным. Подходя таким образом, мы согласились с тем, что мир развивается под благожелательным влиянием божественных существ. Таким образом, основа астрологии представляется теистической. Высший разум заботится о каждом человеке и создает для него те условия, которые наилучшим образом подходят для его роста. Это должно вселять в человека веру и уверенность в жизни. Таким образом, он будет сохранять спокойствие среди испытаний и невзгод мирской борьбы. Но астрология не фаталична, она спиритуалична в том смысле, что верит в духовную природу человека. Когда индивид осознает, что он – это не его тело, это не его эмоции и мысли, он даже не принадлежит к семье и обществу, в которых он родился. Но если бы он был независимой искрой, для которой все это было дано, чтобы дать ему возможность развить свой архетип, у него развился бы радикально иной взгляд на жизнь. Тогда он стал бы освобожденной душой. Астрология – это ступенька на пути к этому осознанию. Когда этот взгляд будет привит индивидууму, он обнаружит, что нет грешника и нет греха вообще. Каждая душа усваивает свой урок, который она, вероятно, может усвоить только в данных обстоятельствах. Таким образом, астрология открыла бы ей высшие тайны природы. Тогда человек знал бы, что астрологические предсказания сбываются, потому что душой человека руководят высшие существа, чьи суждения никогда не ошибаются. Планеты не являются причиной событий. На самом деле они функционируют как зеркала, отражающие божественный суд. Эти существа пользуются помощью сил, протекающих через эти планеты, чтобы дать возможность индивидууму усвоить ценные уроки в этой жизни. В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы попытались лишь указать на эзотерический аспект астрологии в целом. Истинная природа различных планет и механизм, посредством которого они влияют на земных существ, гораздо более увлекателен и загадочен, чем то, что мы сделали здесь.